Доброго времени суток. Сегодня продолжаем рассматривать фрагменты чемпионата Республики Беларусь по шашкам 64. Ну вот это партия Татьяны Петрусевой, Виктории Николаевой. Здесь черные пошли АБ6. Если вот давайте посмотрим, ход был в БЦ6. БЦ5 надо, чтобы ограничивать черных. ДЦ7, вот ДЕТ. Ну, вот такая вот позиция была. А здесь пошли АБ6. Вот здесь ДЕТ и очень быстро, естественно, проиграли. После БЦ5 моментально проиграли. И вот здесь была интересная достаточно идея. Интересно, кстати, было бы, если бы в партии сыграли. Очень интересная игра после этого. СД4. ФЕ3. И вот, ну вот, наверное, такая бы игра была интересна. Покуда ставить дамку нельзя. И вот, играли бы, надо было ЕФ2. Интересная игра бы была, конечно. Давайте смотреть дальше. Анастасия Смоловская играла с Натальей Мисютой. И вот здесь белые проиграли. FG5. Но вот это ошибочный ход явился. То есть FG5. После чего поменялись. И вот получается, что все шашки идут вот на этом фланге, практически на этом фланге. То есть они не успевают в дамки, а надо было просто HG5. И чтобы дать продвигать вот эту шашку F4 на D6 с последующей отдачей. Ну давайте посмотрим. Вот может кому-то даже полезная будет позиция, потому что иногда встречаются. Меняться, естественно, надо. Далее АБ4. И вот такая мысль с жертвой потом. ФЖ и ничья. Вот такая вот позиция. То есть, видите, ошибка здесь была достаточно грубая. Давайте дальше посмотрим. Вот Евгения Швед играла с Викторией Николаевой. Ну, партию мы не будем смотреть здесь. И как было в партии. В партии был же H4, и ничья была быстро. Давайте посмотрим ход EF4. Ну, конечно, он не просится, и он плохой. Здесь CD4. Идея какая? Отдать HG5 и отдать на E3. Надо, естественно, BC. Ну, сегодня такие простенькие достаточно партии. Вот. ЕД4 бой и здесь BC7. Такой вот выжидательный ход, и ходов нету. У белых ходов нету. То есть на GH. Вот это вот идея. Ну, а другого и не видно. А вот здесь тоже с этой позиции ЕД2 интересный такой ход. То есть на FG5 готова вот эта вот идея. И, ну, хочется, конечно, сделать этот ход, но вот я не уверен, что это самый сильнейший, но так или иначе. Даже вот если пойти GF4, то будет оставаться шашка на А7. Ну, здесь надо, здесь дело выбора, здесь надо выбирать, конечно, белым. Вот такие вот ходы. Потому что вот эти ходы сразу не проходят. Из-за вот этих вот мыслей. То есть, ну вот так вот могло быть. И давайте вот здесь вот я хочу еще один момент посмотреть. BC7. Я просто FG5 показал. Приблизительные моменты. И опять CD4. И вот здесь вот несколько интересных моментов. DE3, конечно, вот здесь вот DE3 ход есть. И он плохой. Почему? Потому что CB6, вот смотрите, CB6, допустим, вот пошли сюда, сюда. И опять грозит вот эта комбинация. АЖ и ДЕ далее. Опять отдаем, идея, видите, АБ4. И вот здесь делаем такой, и вот здесь FE5, надо шашку опять отдавать. То есть все плохо очень.
И что я вот на этот ход еще хотел показать, один момент. Вот здесь вот dc3, допустим, уходит черная. Есть, я не знаю, выигрывает, не выигрывает такая жертва, но есть вот такая жертва интересная. Побили АБ6. Видите, группировка вот эта не работает. Там где-то надо что-то искать, я уже тут не внедряюсь в нюансы. ЕФ6. И вот побили. Ну, вот такая вот позиция получилась. Видите, жертва, она достаточно стандартная. Ну, естественно, есть здесь, вот в этой позиции dc3, ну и вот здесь разменивать все шашки. Вот такая вот позиция. Далее Мария Таранина играла с Анной Булиной. Вот тоже интересная позиция, достаточно. ЦБ6 и вот ЦБ4. Идут на самозажим. Естественно, если сюда, то ЦД2. Но видите, все очень плохо. У черных очень плохо все. А вот GF6, давайте я покажу просто партию, потому что здесь даже сильно комментировать не буду. Видите, самозажим такой. DE7 было в партии. На DC7 тоже ED4, тоже все очень хорошо тут. CB и ну вот, как спасаться. Спасения, я думаю, что нету. И DE7 в партии было. Вот такие вот позиции. ED4. Вот таким образом выиграли белые. Так, ну и я чуть анонс сделаю. Очень интересная партия, позиционная была. Ну, там она жестко такая вот позиционная. Может, кому-то интересно, кому-то нет. Ну, вот, если все в порядке, то завтра тоже будет очень интересная партия с участием Игоря Михальченко. Итак, на сегодня до новых встреч.